Дорогие зрители, сегодня вас ждет уникальный и завораживающий выпуск. Мы погрузимся в загадочный мир рыб, самого мистического и многогранного знака зодиака. Эти люди кажутся спокойными и умиротворенными, но в глубине души у них бушуют настоящие бури эмоций и тревог. Мы раскроем те страхи, которые рыбы так тщательно скрывают, порой даже от самих себя. Эти страхи могут разрушать их внутренний мир, мешать строить счастливую жизнь и даже ставить преграды на пути к успеху. В этом видео вы получите не только знания, но и советы о том, как справляться с этими страхами. Оставайтесь с нами до конца, вас ждет тайная астрологическая информация, доступная только на нашем канале «Астрология мудрости». Досмотрите до финала, и вы будете поражены глубиной этих открытий. Рыбы – это 12-й и последний знак зодиакального круга, и в этом есть некая мистическая символика. Этот знак объединяет в себе черты всех предыдущих, что делает его невероятно чутким к эмоциям и настроениям окружающих. Рыбы часто ощущают себя словно на грани между мирами, реальностью и фантазией. Именно поэтому их страхи могут быть столь противоречивыми и многослойными. Эти люди чувствуют все, и это делает их уязвимыми перед собственными эмоциями и эмоциями других людей. Первый и один из самых мощных страхов рыб – это страх одиночества. Несмотря на то, что рыбы кажутся самостоятельными и самодостаточными, внутри них живет постоянный страх остаться без эмоциональной поддержки. Они стремятся к глубоким и искренним отношениям, но страх быть отвергнутыми заставляет их часто держаться на расстоянии. Например, рыбы могут избегать серьезных обязательств или новых знакомств, боясь, что в итоге их оставят в одиночестве. Они предпочитают окружать себя людьми, которые разделяют их внутренний мир, чтобы не чувствовать себя потерянными в этом огромном мире. Второй страх – это страх непонимания. Рыбы обладают глубокой душой и часто видят и чувствуют то, что ускользает от других. Им кажется, что их внутренний мир слишком сложен для окружающих. Из-за этого они часто боятся, что их не поймут. Это может заставлять их чувствовать себя изолированными, даже если они находятся в кругу людей. Например, в отношениях или на работе рыбы могут испытывать трудности с выражением своих мыслей и эмоций, опасаясь, что их примут за странных или слишком мечтательных. Третья тревога рыб – это страх перед критикой. Этот знак невероятно чувствителен и воспринимает любую критику очень близко к сердцу. Даже небольшое замечание может выбить рыб из равновесия на долгие дни, если не недели. Им трудно воспринимать критику как конструктивную, ведь они видят в ней скорее подтверждение своих внутренних сомнений. Пример: если кто-то замечает ошибку в работе рыб, они могут начать сомневаться в своих способностях, даже если знают, что сделали все правильно. Еще одной из ключевых тревог для рыб является тревога перед неопределенностью. Рыбы любят стабильность и предсказуемость, но их интуитивная натура часто улавливает приближение перемен задолго до того, как они происходят. Это вызывает у них тревогу. Например, когда они чувствуют, что не могут контролировать ситуацию или предсказать будущее, они начинают беспокоиться о том, что не справятся с возникающими проблемами. Им важно знать, что их мир стабилен, иначе они могут впасть в депрессию или начать избегать решения проблем. Страх быть отвергнутыми – это еще одно сильное переживание рыб. Этот знак чрезвычайно привязан к своим близким, и даже мысль о том, что их могут отвергнуть или бросить, вызывает у них сильное беспокойство. Они могут стараться угодить всем вокруг, лишь бы не столкнуться с отвержением. Например, в отношениях рыбы часто готовы пожертвовать своими интересами и желаниями ради партнера, лишь бы сохранить гармонию и избежать конфликта, который может привести к разрыву. Шестой страх рыб – это страх перед реальностью. Мир фантазий и мечтаний для рыб – это их безопасное убежище. Иногда реальность кажется им слишком жестокой и суровой, и они предпочитают избегать трудностей, прячась в своих мечтах. Примером может служить ситуация, когда рыбы сталкиваются с финансовыми проблемами, и вместо того, чтобы искать реальные решения, они уходят в свои фантазии о богатстве и изобилии, забывая о необходимости действовать в реальном мире. Следующая тревога рыб – это страх перед конфликтами. Рыбы стремятся к миру и гармонии во всем, и любое напряжение или разногласие вызывает у них дискомфорт. Им тяжело вступать в конфликт, они боятся ссор и открытого противостояния.
Например, если на работе возникает спор, рыбы могут постараться уладить его мирным путем, даже если это идет в ущерб их собственным интересам. Они часто выбирают путь наименьшего сопротивления, лишь бы избежать конфликта. Страх перед ответственностью – это еще одно из значительных переживаний рыб. Этот знак настолько творческий и свободный, что жесткие рамки и обязанности вызывают у них тревогу. Они могут бояться не справиться с возложенными на них задачами или разочаровать тех, кто на них рассчитывает. Например, когда рыбы сталкиваются с важным проектом или задачей, они могут сомневаться в своих силах и в результате откладывать выполнение, боясь не оправдать ожиданий. Рыбы также испытывают страх перед физической болезнью. Их тонкая и чувствительная натура делает их особенно восприимчивыми к собственному здоровью. Любое физическое недомогание вызывает у них панику и тревогу. Например, если у рыб вдруг заболела голова или повысилась температура, они могут сразу же заподозрить худшее, даже если это всего лишь легкая простуда. Этот страх часто вызывает у рыб чрезмерную заботу о своем здоровье и поиск симптомов даже там, где их нет. Один из самых глубоких страхов рыб – это страх потерять свою индивидуальность. Этот знак зодиака известен своей способностью растворяться в окружающих, особенно в отношениях. Рыбы часто так сильно привязываются к другим людям, что начинают забывать о своих собственных желаниях и целях. Они боятся, что, пытаясь угодить всем вокруг, они потеряют свою истинную сущность и станут лишь отражением чужих ожиданий. Еще один страх, который часто скрывается глубоко внутри рыб, это страх предательства. Рыбы очень доверчивы и открыты, и мысль о том, что кто-то, кому они доверились, может их обмануть, вызывает у них глубокую боль. Примером может служить ситуация, когда рыбы, доверяя своему другу или партнеру, вдруг обнаруживают, что тот их предал или подвел. Этот страх заставляет рыб быть осторожными в своих привязанностях и долгое время не открываться полностью. Завершающий, возможно, самый скрытый страх рыб – это страх собственной слабости. Несмотря на свою мягкость и гибкость, рыбы боятся показать свою уязвимость. Они хотят быть сильными, но боятся признаться себе, что иногда им нужна помощь. Примером может быть ситуация, когда рыбы сталкиваются с проблемой и вместо того, чтобы попросить помощи у близких, они стараются справиться сами, даже если это причиняет им боль и страдания. Чтобы справляться с этими страхами, рыбы могут использовать свою уникальную способность – интуицию. Это их главный инструмент для понимания себя и своих тревог. Рыбам важно научиться доверять своей внутренней интуиции и использовать ее для решения своих эмоциональных проблем. Например, если рыбы начинают испытывать страх одиночества, им стоит прислушаться к своему внутреннему голосу и понять, что этот страх – временное явление, и в их жизни всегда будут те, кто их поддержит. Медитации и духовные практики могут стать для рыб мощным инструментом в борьбе с тревогами. Они помогают успокоить разум, восстановить внутренний баланс и наладить связь с высшими силами. Рыбам полезно погружаться в практики, которые позволяют им уединиться с собой и своими мыслями, а также развивать духовные аспекты своей личности. Важным моментом для рыб является умение отпускать прошлое. Часто именно прошлые травмы и переживания становятся источником их страхов в настоящем. Рыбам стоит научиться прощать себя и других, чтобы освободиться от боли и тревог, которые они носят в себе. Еще один способ преодолеть страхи для рыб – это творческое самовыражение. Этот знак наделен огромным творческим потенциалом, и именно через искусство, музыку или писательство они могут выражать свои внутренние переживания, освобождаясь от накопившегося стресса и тревог. Творчество позволяет рыбам направлять свои страхи и тревоги в конструктивное русло. Например, если они чувствуют себя подавленными или тревожными, им стоит взять кисть и нарисовать свои эмоции или же выразить их через музыку. Такие занятия помогают выплеснуть накопленные чувства, а также приносят чувство удовлетворения от созданного, что может стать отличной терапией для их внутреннего мира. Помимо творчества, рыбам полезно искать поддержку в окружении. Этот знак, как никто другой, нуждается в тепле и понимании близких людей. Однако, из-за страха быть непонятыми, они часто замыкаются в себе. Для того, чтобы справляться с этим, рыбам нужно учиться открыто говорить о своих страхах и тревогах с теми, кому они доверяют. Это могут быть близкие друзья,
партнеры или даже психологи. Открытость помогает рыбам осознать, что их страхи не такие страшные, как они себе представляют, и поддержка со стороны окружения может дать им силы для преодоления трудностей. Еще один важный аспект для рыб – это умение установить границы. Этот знак склонен к самоотречению, порой полностью растворяясь в других людях. Это может приводить к страху потерять свою индивидуальность и собственные интересы. Рыбам нужно учиться говорить «нет» тогда, когда это необходимо, и уделять время только себе. Например, если рыбы чувствуют, что их энергия иссякает из-за постоянных требований окружающих, им стоит выделить время для восстановления и ухода за собой. Рыбам также стоит обратить внимание на развитие уверенности в себе. Часто их страхи обусловлены сомнениями в собственных силах и возможностях. Например, страх перед критикой или ответственностью может быть вызван внутренними сомнениями в своей компетентности. Чтобы справиться с этим, рыбам важно развивать самопринятие и веру в собственные силы. Поэтапное выполнение задач, которые кажутся им сложными, помогает постепенно наращивать уверенность и уменьшать страхи. Одним из ключевых инструментов для работы с тревогами рыб является их связь с природой. Этот знак, как никто другой, чувствует единение с водой, морями и океанами. Для рыб полезно проводить время у водоемов, где они могут медитировать, восстанавливать внутреннее равновесие и отпускать свои страхи. Прогулки у моря или медитация у реки помогут рыбам сбросить напряжение и наполниться новыми силами. Помимо внешней поддержки, рыбам важно развивать внутреннюю уверенность через духовные практики. Занятия йогой, медитация или просто ежедневные моменты тишины помогут им сосредоточиться на своем внутреннем мире и понять, что их страхи – это лишь временные проявления, которые можно преодолеть. Важным моментом для рыб является осознание, что их внутренний мир и интуиция – это их самая большая сила. Рыбам также стоит развивать в себе способность к рефлексии. Это означает, что им полезно анализировать свои страхи и тревоги с точки зрения их происхождения. Например, если рыбы ощущают страх одиночества или отвержения, им стоит задуматься, какие прошлые события могли повлиять на появление этих страхов, и попытаться их отпустить. Рефлексия помогает рыбам понять, что их страхи не всегда отражают реальность, и многие из них являются лишь проекцией прошлого опыта. Один из важных аспектов для рыб – это развитие эмоциональной устойчивости. Это может показаться сложной задачей для знака, который живет эмоциями, но рыбы могут научиться управлять своими чувствами, не подавляя их, а находя здоровые способы выражения. Например, если рыбы чувствуют нарастающую тревогу, им стоит использовать техники глубокого дыхания или практики осознанности, чтобы вернуться в состояние спокойствия и баланса. Еще один важный момент – это умение расставлять приоритеты. Рыбам часто бывает сложно принимать решения, особенно если они касаются личных или профессиональных обязательств. Страх перед ответственностью может парализовать их, и они могут начать откладывать важные дела. Чтобы справиться с этим, рыбам стоит научиться делить задачи на более мелкие шаги и сосредотачиваться на одном деле за раз, что поможет уменьшить уровень стресса и тревоги. Рыбам также важно развивать привычку к здоровому образу жизни. Их эмоциональная чувствительность часто отражается на их физическом состоянии, и поэтому сбалансированное питание, регулярные занятия спортом и здоровый сон помогут им чувствовать себя более уверенными и спокойными. Например, утренние упражнения или йога могут стать для рыб отличным способом снять напряжение и начать день с позитива. Наконец, рыбам стоит научиться принимать мир таким, какой он есть. Страх перед реальностью и желание убежать в мир фантазий часто мешают им решать реальные проблемы. Важно осознать, что реальный мир не всегда так страшен, как им кажется, и многие их страхи можно преодолеть, если действовать последовательно и уверенно. Рыбам полезно развивать способность видеть позитивные моменты даже в сложных ситуациях. Рыбы обладают огромным потенциалом для преодоления своих страхов. Их глубокая связь с интуицией, способность к эмпатии и любовь к духовным практикам делают их способными справляться с любыми жизненными вызовами. Главное – научиться доверять себе и своему внутреннему миру, а также искать поддержку в окружающих, когда это необходимо. Важно помнить, что все страхи – это лишь временные барьеры на пути к личному росту и счастью. Дорогие зрители,
Я надеюсь, что вы узнали много нового о страхах и тревогах рыб. Если это видео помогло вам лучше понять себя или близких, обязательно подпишитесь на канал Астрология Мудрости. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий, в котором поделитесь, какие страхи у вас были и как вы с ними справлялись. Если мы наберем 6000 лайков, я обязательно сделаю новое видео о том, как направить свою энергию на достижение богатства и успеха. Жду вашей обратной связи, ведь ваша поддержка – это наш главный источник вдохновения.